Октябрь 1947 года. Северные Уральские горы. Бескрайняя глухая тайга. Поезд с решетками на окнах, в народе прозванный Столыпинским, замедляет ход и останавливается на запасном пути. Слышен глухой лязг буферов, шипение пара и тревожный лай овчарок, разрывающий морозную тишину. Из вагонов выгружают женщин. Это не просто заключенные, это так называемый спецконтингент. Здесь оказались вместе самые разные люди: бывшие пособники врага, карманные воровки, хладнокровные убийцы и те, кто попал сюда по жестокой иронии судьбы. Среди общей массы серых ватников и платков выделяется одна фигура – Екатерина Петрова. Ей всего 29 лет, но взгляд ее глубок, как у старухи. Холодный, пустой, видевший столько смертей, сколько весь этот конвой вместе взятый, не видел за всю свою службу. Она не суетится, как остальные. Спина прямая, взгляд цепкий, будто оценивающий каждую деталь вокруг. Это привычка, снайперская привычка, которую не сломить ни прикладом, ни карцером. Катя делает шаг из вагона прямо в грязь, смешанную со снегом. Холод пробирает до костей, но она даже не вздрагивает. На ней старая гимнастерка без погон, поверх наброшен лагерный бушлат, явно не по размеру. Еще полгода назад на этой гимнастерке сияли орден Красной Звезды и медаль за отвагу. Теперь на ткани лишь пятна мазута да следы от сорванных наград. Прежде чем мы узнаем, как героиня войны оказалась в одном бараке с рецидивистками, прошу вас об одной важной вещи. Нажмите кнопку «Подписаться» и поставьте лайк этому видео. Мы создаем этот канал не ради развлечения, а чтобы помнить о таких людях, чьи судьбы были перемолоты жерновами истории, о тех, кто выжил вопреки всему. Ваша подписка – это знак уважения к их стойкости. Спасибо вам большое. А теперь вернемся в тот роковой день, который перечеркнул жизнь Екатерины Петровой. Май 1945 года. Победа. Берлин уже пал, все празднуют, воздух наполнен ароматом сирени и еще не выветрившимся запахом пороха. Катя, старший сержант Петрова, возвращается в штаб полка, чтобы сдать документы перед демобилизацией. На ее счету 43 подтвержденные цели. 43 вражеских офицера и пулеметчика, которые больше никогда не поднимут оружие. Она герой, ее уважают. В коридоре штаба ее перехватывает майор интендантской службы Рябов, тыловик, всю войну просидевший на складах с тушенкой, пока Екатерина Петрова сутками лежала в болотах, выслеживая цели. Рябов пьян. Ему кажется, что победа все спишет. Он затаскивает Екатерину в кабинет, пытается сорвать гимнастерку, бормоча что-то про боевую подругу и необходимость отпраздновать. Екатерина не стала кричать, не стала звать на помощь или плакать. Она просто сработала на рефлексах. Удар основанием ладони в челюсть, затем резкое движение коленом. Майор Рябов рухнул как подкошенный, опрокинув своим весом дорогой немецкий стул. Итог – двойной перелор челюсти у офицера и трибунал для старшего сержанта Петровой. Суд прошел быстро. Про недопустимое поведение со стороны майора слушать не стали. Офицер-победитель – фигура почти неприкосновенная, а показания пьяного интенданта перевесили слова снайперши. Приговор – 8 лет лагерей по статье за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений, лишение наград и звания. Так Екатерина Петрова, лучший стрелок дивизии, стала заключенной номер СХ-402. И вот она здесь. Женская исправительно-трудовая колония номер 12. Карантинный барак. Деревянная дверь с тяжелым засовом захлопывается за спиной, отсекая морозный воздух и оставляя внутри спёртый запах немытых тел, сырой одежды и дешевого табака. В карантине 40 женщин, нары в 3 яруса. Мест на всех не хватает, многие сидят прямо на полу. Екатерина проходит вглубь барака. Она помнит главное правило любой войны – занять выгодную позицию. Она выбирает место не у печки, где идет постоянная грызня за тепло, и не у двери, откуда тянет холодом.
Находит угол, откуда просматривается весь барак, снимает вещмешок и кладет его под голову. Она не спала 3 суток, пока шел этап, но отдохнуть ей не дают. В центре барака, на козырных местах у стола, сидит группа женщин, местная власть. В центре грузная, мощная женщина с рябым лицом и золотым зубом. Ее зовут Зойка по кличке Лютая. Вторая ходка – статья за разбой. Она держит барак в кулаке. Рядом с ней 2 приближенные, худые и злые девицы, готовые вцепиться в любого по приказу хозяйки. Лютая давно приметила новенькую. Слишком гордая, слишком прямая, слишком спокойная. Таких в зоне не жалуют. Таких ломают первыми, чтобы другим неповадно было. «Эй, военная!» — голос Лютой скрипучий, как несмазанная телега. Весь барак затихает. Женщины вжимают головы в плечи. Спектакль начинается. Екатерина Петрова медленно открывает глаза, но не встает. «Ты чего, оглохла?» Лютая поднимается и подходит к ее нарам. За ней, словно тени, тянутся подручные. «Я говорю, сапоги у тебя больно хорошие, хромовые, офицерские». Сапоги у Екатерины и правда добротные, трофейные, немецкие, аккуратно подогнанные по ноге. В таких можно пройти пол Европы и не стереть ступни. В зоне такие сапоги валюта, почти гарантия выживания. В казенных кирзачах ноги сгниют за месяц. «Снимай», — приказывает Лютая, сплевывая шелуху от семечек прямо на носок сапога. «Мне нужнее, а ты, фронтовичка, и в обмотках походи, не барыня». В бараке повисает глухая тишина. Слышно лишь, как потрескивают дрова в буржуйке. Все смотрят на Екатерину. Сейчас решится ее судьба. Отдаст — станет терпилой, которую будут обирать и унижать до конца срока. Откажет — могут устроить расправу. Екатерина медленно садится на нары. Она смотрит на Лютую не снизу вверх, как жертва, а прямо в переносицу, как в прицел. Оценивает дистанцию – около метра. Противников 3. У Лютой в рукаве наверняка заточка, у левой подручной в руке тяжелая кружка, правая стоит для поддержки, но может броситься в любой момент. «Я сказала, снимай!» Лютая теряет терпение и тянется, чтобы схватить Екатерину за воротник. Движение Петровой почти неуловимо. Она перехватывает запястье, резко выворачивает его в сторону и одновременно наносит короткий удар ребром ладони в шею. Сухой, точный. Лютая хрипит, глаза расширяются. Она оседает на пол, хватаясь за горло. Воздух не проходит. 2 подручные бросаются вперед, но Екатерина уже на ногах. Одной она ставит подножку, та летит лицом в угол железной кровати. Вторая замирает, встретившись с ее взглядом. В этом взгляде нет ярости, только холодный расчет. Взгляд человека, который действовал профессионально и без лишних эмоций. «Сапоги мои», — тихо, но отчетливо говорит Екатерина Петрова. Голос спокойный, чуть хрипловатый. «Еще раз подойдешь, пожалеешь. Поняла?» Лютая, сидя на полу и пытаясь восстановить дыхание, судорожно кивает. Ее авторитет, выстроенный годами страха и давления, только что дал трещину, но не рухнул окончательно. Такие поражения здесь не забывают. Сейчас она отступит, а ночью может вернуться с поддержкой. Екатерина спокойно садится обратно на нары. Адреналин даже не ударил в кровь. Для Екатерины Петровой это была не драка, а мелкая тактическая стычка. Она понимает, теперь спать нельзя, теперь нужно ждать удара в спину. В углу барака, будто из тени, наблюдает пожилая женщина с интеллигентным лицом. Это Вера Павловна, бывшая учительница литературы, осужденная за то, что читала ученикам Есенина. Она тихонько крестится. Видела многих, кто пытался дать отпор Лютой. Обычно таких через неделю выносили вперед ногами. Но эта новенькая другая. От нее веет чем-то холодным и бесповоротным. Екатерина достает из кармана маленький кусочек сахара, все, что осталось от этапного пайка, кладет в рот, медленно рассасывает. Ей нужна глюкоза, мозг должен работать четко. Первую проверку она прошла, но это только начало.
впереди распределение на работы, и если она думает, что самое страшное – это уголовницы в бараке, она ошибается. Самое опасное в этом лагере – начальник режима, капитан НКВД Ивашин, о жесткости которого ходят легенды даже за пределами зоны. Завтра им предстоит встреча. Напишите в комментариях, как бы вы поступили на месте Екатерины. Отдали бы сапоги, чтобы сохранить жизнь и попытаться договориться, или рискнули бы всем, как она? Мне правда интересно ваше мнение, ситуация безвыходная. Ночь в карантине проходит тревожно. Екатерина дремлет короткими отрезками по 15 минут, реагируя на каждый скрип половиц. Лютая и ее свита шепчутся в своем углу, бросая на Екатерину тяжелые взгляды. Сегодня они не напали, значит, готовят что-то серьезнее. Или боятся, а страх – сильное оружие, и Екатерина умеет им пользоваться. Утро начинается с гулких ударов по рельсу. Подъем, поверка, завтрак, миска мутной баланды и кусок черного, как земля, хлеба. Затем всех встроят на плацу. Мороз под 20 градусов, ветер пронизывает насквозь. Перед строем прохаживается начальник колонии, тот самый капитан Ивашин. Высокий, подтянутый, в идеально подогнанной шинели. Лицо красивое, но какое-то неживое, словно фарфоровое. Он любит порядок и любит ломать людей. Новенькие. Его голос разносится над плацем без усилий. Забудьте, кем вы были на воле. Здесь вы никто. Грязь под моими сапогами. Ваша задача – искупить вину перед Родиной ударным трудом. Лес сам себя не повалит. Ивашин идет вдоль строя, вглядываясь в лица. Замечает синяк под глазом у Лютой, след вчерашнего падения. Затем переводит взгляд на Екатерину. Прямая спина, спокойный взгляд, который не опускается в землю, как положено заключенный. «Фамилия?» – бросает он. «Петрова», – отвечает Екатерина ровно. «Звание?» «Статья». «Бывший старший сержант. Статья 193». Ивашин усмехается. «А, та самая, что майору челюсть сломала. Наслышан. Герой войны, значит. Снайпер». Он подходит вплотную. От него пахнет дорогим одеколоном и коньяком. «Здесь стрелять некого, Петрова. Здесь только валить лес двуручной пилой. Посмотрим, как твои снайперские ручки справятся с нормой». Он делает паузу, смакуя момент. «Определить ее в бригаду лесорубов на самый дальний участок. К Лютой в пару. Пусть подружатся». Толпа уголовниц загоготала. Лютая растягивает губы в щербакой улыбке. Это почти приговор. Дальний участок – это глухая тайга, где нет постоянной охраны, только вышки по периметру. Там с человеком может случиться что угодно – неудачно упавшее дерево, неловкое движение с топором, и Ивашин только что фактически дал понять, что за несчастный случай никто особо разбираться не станет. Екатерина Петрова молчит. Она знает, спорить бесполезно. Она смотрит на лес, плотной стеной стоящий вокруг зоны. Тайга – ее стихия. Они думают, что отправляют ее на гибель, но не понимают одного. В лесу снайпер не жертва. В лесу снайпер – хозяин положения. Колонна женщин под конвоем выдвигается на лесоповал. Снег скрипит под сотнями ног. Лютая идет сзади, поигрывая топором, выданным в инструментальной. Она уже предвкушает расправу. Екатерина идет впереди, чувствуя этот взгляд спиной. Ее мозг уже выстраивает карту местности, отмечает направление ветра, ищет возможные укрытия. Война для нее не закончилась в 45-м, она просто сменила декорации. И в этой новой войне Екатерина не собирается проигрывать. Лесоповал. Участок номер 9. Гиблое место. Сосны стоят так плотно, что даже днем внизу царит полумрак. Снег по пояс. Мороз такой, что пар при выдохе оседает на ресницах ледяными иглами. Слышен только визг двуручных пил, глухие удары топоров и окрики конвоиров. Екатерина работает в паре с пожилой женщиной, которую все зовут теткой Марфой. Марфа политическая, из раскулаченных, слабая, надсадно кашляет, пилу тянет еле-еле. Петровой приходится работать за двоих. Ее движения экономны, точны, вперед-назад, вперед-назад.
Мышцы спины и рук горят огнем, но она не останавливается. Остановишься — замерзнешь, замерзнешь — не выживешь. Лютая и ее банда, разумеется, почти не работают. Они из тех, кто устроился поближе к теплу или просто делает вид, что занят. Лютая стоит у костра, разведенного конвоирами, и грызет мерзлый сухарь. Конвоиры закрывают глаза на безделье, им тоже холодно. Ее взгляд не отрывается от Екатерины, она ждет момента. Момент наступает ближе к закату. Тени вытягиваются, лес темнеет. Один из охранников, молодой солдат-срочник по фамилии Петров, отходит за кусты, на секунду оставив винтовку прислоненной к дереву. Второй конвоир у огня начинает клевать носом. Лютая подает знак. Две ее подручные, те самые, что уже сталкивались с Петровой в бараке, начинают обходить сосну, которую пилит Екатерина, с другой стороны. План прост – подпилить дерево так, чтобы оно случайно рухнуло не туда, прямо на упрямую снайпершу. Несчастный случай на производстве. Спишут. Екатерина слышит хруст снега за спиной. Тренированный слух выделяет этот звук из десятков других. Она понимает, ее берут в кольцо, продолжает пилить, но тело уже собрано как сжатая пружина, просчитывает варианты. Если бросить пилу и прыгнуть влево, утонет в сугробе, вправо можно нарваться на удар топором. «Эй, военная!» – кричит Лютая, подходя ближе. В руке у нее тяжелый сук. «Поди сюда, разговор есть». Екатерина выпрямляется, вытирает пот рукавом бушлата. «Говори оттуда», — отвечает она. Лютая усмехается. «Ты, я гляжу, смелая. Думаешь, раз офицера уложила, так и нам не по зубам? Здесь тайга, милая. Здесь закон, кто сильнее». Она делает шаг вперед, замахиваясь суком. Подручные сжимают круг. Марфа в ужасе отползает в сторону, закрывая голову руками. И вдруг лес оживает. Сначала треск, не похожий на звук падающего дерева, громче, глуше, будто ломают саму чащу. Кустарник хрустит, как спички. Из-за зарослей вываливается огромная бурая туша. Медведь-шатун – самое опасное, что можно встретить в зимней тайге. Зверь, не ушедший в спячку из-за голода или болезни. Он не спит, он бродит, обезумев от холода и пустого желудка. Почти 300 килограммов ярости. Шерсть, свалявшаяся клочьями, глаза налиты кровью, из пасти срывается пар. Он появляется прямо за спиной у Лютой. Уголовница даже не успевает понять, что происходит. Сначала рев, от которого стынет кровь, потом разверстая пасть в 2 шагах. Крик Лютой срывается на визг. Медведь бьет лапой. Удар скользящий, но чудовищной силы. Лютая отлетает на несколько метров, врезается спиной в сосну и падает в снег. Плечо разорвано, на ватнике расплывается темное пятно. Зверь поднимается на дыбы, возвышаясь над людьми, как живая стена. Подручные с воплями разбегаются. Одна карабкается на дерево, другая падает в снег, закрывая голову руками. Солдат Петров, тот самый молодой конвоир, выскакивает из-за кустов, на ходу застегивая ремень. Он видит чудовище. Руки дрожат. Он вскидывает винтовку Мосина, дергает затвор. Выстрел – мимо. Пуля сбивает ветку над головой зверя. Медведь, взбешенный грохотом, разворачивается к солдату. Второй охранник у костра пытается достать пистолет, но пальцы в варежках не слушаются. Ситуация на грани. Еще секунда, и зверь доберется до человека. Екатерина Петрова действует. В ее голове нет паники, только дистанция, угол, движение цели. Мир сужается до одной точки. Она в несколько прыжков оказывается рядом с оцепеневшим Петровым. Тот не может перезарядить винтовку, патрон перекосило. Екатерина резко вырывает оружие из его рук. «Дай сюда!» Ее голос звучит жестко, перекрывая даже рев зверя. Удар ладонью по затвору, гильза вылетает. Новый патрон в патронник, приклад в плечо. Дыхание задержать. Медведь уже идет на них, 10 метров. Огромная масса мышц и ярости. Время словно замедляется. Екатерина видит пар из пасти, безумный желтый глаз. Череп у зверя крепкий, можно получить рикошет. Бить нужно точно. Выстрел. Слухой хлопок разрывает морозный воздух. Медведь дергается, спотыкается в прыжке. Голова резко уходит назад, будто натолкнулась на невидимую преграду. Туша по инерции еще метр летит вперед и тяжело падает в снег, почти к ногам Екатерины. Лапа дергается раз, второй и замирает. Темное пятно крови быстро пропитывает снег. Наступает звенящая тишина. Слышно только, как у солдата Петрова стучат зубы.
Екатерина медленно опускает винтовку. Ствол дымится. Она делает глубокий вдох, выравнивая дыхание, и протягивает оружие прикладом вперед. «Держи, служивый, почисти потом, затвор заедает». Петров принимает винтовку дрожащими руками, смотрит на нее так, будто перед ним не человек. Она только что спасла ему жизнь и нарушила главный лагерный запрет. Заключенный коснулся оружия. За это могли наказать без разговоров. Второй охранник подбегает, переводя взгляд с мертвого зверя на Екатерину, потом на Петрова. «Ты... как так?» – сипло выдыхает он. «Жить захочешь и не так сможешь», – спокойно отвечает Екатерина Петрова, стряхивая снег с бушлата. «Лютую проверьте, жива ли?» Женщины осторожно выбираются из укрытий. Они смотрят на Екатерину уже иначе, не как на жертву, и даже не просто как на сильную. В их взглядах появляется почти суеверный страх. Убить шатуна одним выстрелом навскидку из чужой винтовки здесь, в тайге, это ценится выше золота. Лютая приходит в себя, сидит в снегу, держась за разодранное плечо. Кровь сочится сквозь ткань. Ее обычно наглый и тяжелый взгляд сейчас полон боли и растерянности. Она видела, как стреляла Екатерина Петрова. Она видела, как рухнул зверь, шедший на нее. «Ты», — хрипит Лютая, — «зачем?» Екатерина Петрова подходит, быстро осматривает рану. «Жить будешь, кость цела, мясо заживет». «Зачем спасла?» — повторяет Лютая, глядя ей прямо в глаза. «Я же тебя убрать хотела. Сейчас бы лежала я там, а ты бы смотрела. Но я не ты. Я людей без причины не трогаю, а зверь — общий враг». Подбегает старший конвоир. «Так разошлись строиться. Петрова ко мне». Екатерина встает. Она понимает, что судьба решается во второй раз. Доложит начальству, что она выхватила оружие, будет карцер или трибунал. Конвоир смотрит на нее, затем на мертвого зверя. Медведь – это мясо, много мяса, а капитан Ивашин любит порядок и не любит чрезвычайных происшествий. «Значит так, бабы», — понижает голос охранник. «Медведя завалил рядовой Петров. Героически спас бригаду. Всем ясно?» Женщины молча кивают. Никто не хочет лишних проблем. «А ты, Петрова, работай дальше. И чтоб ни слова». Екатерина кивает. Она понимает. Сделка проста. Она дает им легенду и добычу. Они закрывают глаза на нарушения. Вечером, когда бригаду ведут обратно, Лютая впервые не идет впереди. Она плетется в середине, опираясь на плечо подручной. Проходя мимо Екатерины, замедляет шаг. «Должок за мной, снайпер. Кровный. Помню». Екатерина ничего не отвечает, смотрит на закат. Сегодня она обошла смерть дважды, и в облике зверя, и в облике человека. Но испытание еще впереди. В зоне слухи разносятся быстрее ветра. Завтра о выстреле будет знать вся колония, и капитан Ивашин, а он не из тех, кто терпит героев вне контроля. Вечером в бараке происходит нечто неожиданное. Когда разносит баланду, Лютая, перевязанная тряпками, поднимается. «Слышь», — гремит она, — «снайпершу не трогать. Кто ее пальцем заденет, сама разберусь. И пайку ей двойную, из моего фонда». Одна из подручных ставит перед Екатериной миску с лишним куском хлеба и, к удивлению всех, с кусочком вареного мяса. Желудок сводит спазмом, нормально она не ела давно. Гордость шепчет «откажись», голод говорит «бери». Разум напоминает «это не подачка, это признание силы». Екатерина берет хлеб. «Спасибо». Лютая лишь криво усмехается и отворачивается. Через час дверь барака с грохотом распахивается. «Заключенная Петрова, на выход с вещами». По бараку прокатывается тревожный шепот. Ночной вызов редко к добру. «Куда?» – спокойно спрашивает Екатерина. «Капитан Ивашин желает видеть героя дня». Она чувствует, как внутри все сжимается. Значит, доложили. В бушлате с тощим вещмешком в руках Екатерина Петрова выходит в морозную ночь. Кабинет Ивашина встречает теплом и запахом жареного мяса. На столе тарелка с медвежатиной. Сам капитан сидит в кресле, расстегнув воротник кителя. Перед ним винтовка Мосина, из которой стреляла Екатерина. «Заходи, Петрова!» Мягко, слишком мягко говорит он. «Садись, угощайся, твоя добыча». «Я не голодна, гражданин начальник». «Сядись», голос становится жестким. Она садится на край стула. Ивашин берет винтовку, передергивает затвор.
Петров доложил, что сам убил зверя, но я видел тушу. Попадание точно в глаз, с 50 метров. Петров из 10 не попадет куда надо, а ты – снайпер. 43 подтвержденных цели. Он медленно направляет ствол на нее. Ты взяла оружие конвоя. Это повод для самого строгого наказания. Но ты спасла людей и добыла мясо. Он опускает винтовку. Лесорубов у меня хватает. Мне нужны умения. Завтра пойдешь в хозяйственную бригаду. Будешь егерем. Екатерина едва верит. Егерь – это почти свобода. Это оружие. Но есть условия. Ивашин наклоняется ближе. В его глазах холод. Будешь охотиться не только на зверя. Иногда из лагеря пытаются уйти. Их нужно возвращать или останавливать. Откажешься, подниму дело о нападении на конвоира. Выбирай, Петрова. Служба или тяжелые последствия. Кабинет тонет в полумраке. Свет лампы выхватывает руки Ивашина, играющие затвором, и бледное напряженное лицо Екатерины Петровой. Воздух густой, тяжелый, пропитан дорогим табаком и ароматом жареного мяса, от которого у голодной заключенной сводит желудок. «Охота или смерть?» — повторяет Ивашин. В его голосе не вопрос, а приговор. Екатерина Петрова молчит несколько секунд. В голове лихорадочно перебираются варианты. Откажется – трибунал за нападение на конвоира, а это почти верный расстрел. Согласится – станет сукой, человеком на службе у администрации. В зоне таких ненавидят, презирают и при случае режут без разговоров. Но есть нюанс – егерь не стукач. Егерь – человек с оружием, тот, кто приносит еду. А голод в лагере – самый страшный враг, страшнее любого вора в законе. «Я буду охотиться, гражданин начальник», – наконец произносит Екатерина Петрова, глядя ему прямо в глаза. «На зверя – лось, кабан, медведь. Если потребуется, волков отстреливать буду, чтобы скотину не драли. Но на людей я не охочусь. Я солдат, а не палач». Ивашин усмехается, откидывается в кресле, и винтовка перестает смотреть в грудь Екатерины Петровой. «Принципы», — тянет он с издевкой. «Люблю принципиальных. Они ломаются с самым громким хрустом. Ладно, Петрова, пока только звери. Мне нужно мясо. Охрана голодает, показатели падают. Будешь давать норму по дичи, станешь жить лучше остальных. Не будешь — верну на лесоповал к твоей подруге Лютрий, только уже без винтовки». Сделка заключена. Екатерина Петрова выходит из кабинета, чувствуя, как по спине течет холодный пот. Она только что заключила союз с тем, кого ненавидит, чтобы выжить. Но в глубине души знает, пока в ее руках винтовка, она не жертва, она охотник. Следующие недели меняют жизнь Екатерины Петровой до неузнаваемости. Ее переводят из общего барака в коптерку при хозблоке, крошечную комнату 2 на 2 метра, без окон, но с отдельной печкой. Выдают почти новый тулуп, сухие валенки и меховые рукавицы, роскошь по лагерным меркам. Каждое утро начинается одинаково. Екатерина Петрова идет в оружейную. Дежурный офицер под роспись выдает ей винтовку Мосина и ровно 5 патронов. 5, ни больше, ни меньше. Вечером сдашь 5 гильз или тушу. Потеряешь хоть одну, пойдешь в карцер. Она лишь кивает. Цену выстрела ей объяснять не нужно. На фронте она могла пролежать в болоте 2 суток ради одного нажатия на курок. Первый выход в лес в новом статусе становится событием. Когда Екатерина Петрова проходит мимо строя женщин, отправляющихся на лесоповал, сотни глаз провожают ее. Взгляды полны зависти, злобы и настороженности. «Ишь ты, выискалась, ментовская подстилка», — шипит кто-то из задних рядов. Она не реагирует. Оправдание здесь ничего не стоит. Авторитет добывается делом. Лес встречает ее тишиной, той самой, которую она любила еще до войны. Нет колючей проволоки, окриков конвоя, вони барака, только снег, сосны и следы. Екатерина Петрова читает тайгу как открытую книгу. Вот прошел заяц-беляк, вот лисица мышковала, а у ручья глубокие провалы копыт. Лось. В тот день она возвращается с добычей, молодым лосем.
Тяжелую тушу приходится тащить на волокушах несколько километров. Мышцы горят, дыхание сбивается, но она не останавливается. Через ворота хозблока Екатерина Петрова входит, едва держась на ногах. Запах свежего мяса мгновенно разносится по зоне. Половину туши забирает кухня охраны, и лично Ивашин. Остальное – кости, голову, потроха – отправляют в общий котел. В тот вечер баланду в бараке впервые за долгое время пахнет настоящим мясом. Женщины едят молча, жадно, вылизывая миски. Никто не благодарит Влус, но шепоточки стихают. Голод – самый честный судья. После отбоя дверь коптерки тихо скрипит. На пороге – Лютая. Рука еще на перевязи. За ее спиной одна из шестерок держит сверток. «Не спишь, егерь?» Голос хриплый, без прежней злобы. Екатерина Петрова сидит на топчане, чистит винтовку. «Не сплю. Чего надо?» «Дело есть». Лютая проходит внутрь, садится на ящик. «Бабы говорят, суп сегодня знатный был. Твоя работа. Добро». Она кивает шестерке и так кладет на стол сверток. Внутри теплые вязаные носки. В зоне такие на вес золота. «Возьми. Тебе по лесу ходить, ноги беречь надо. Это плата. И знак». Лютая официально признает статус Екатерины Петровой. Она больше не изгой, она кормилец. Лютая наклоняется ближе, переходя на шепот. «Слушай сюда, Екатерина Петрова. В зоне неспокойно. На днях новый этап пришел, с юга. Там бабы отчаянные, махновки. Им наши понятия до лампочки. Главное у них крыса. Бешеная, с заточкой спит. Уже на мое место метит. Мне-то что?» Екатерина Петрова спокойно протирает затвор промасленной тряпкой. «Я в вашей разборке не лезу. Ты теперь при должности, при винтовке». Лютая бросает на оружие жадный взгляд. «Крыса на тебя глаз положила. Ей ствол нужен, понимаешь? Побег готовит». Екатерина Петрова замирает. Побег. Слово, которое витает в каждом лагере, как запретная мечта. Зимой из тайги, за сотни километров от жилья, бежать значит подписать себе приговор. «Пусть мечтает», — коротко отвечает Екатерина Петрова. «Винтовку я ей не отдам, а порезут, стрелять буду». «Они не спрашивают», — усмехается Лютая. «В лесу подкараулят. Или в коптерке ночью удавят. Я своим сказала, тебя не трогать. Но махновки отмороженные, спи в полглаза, снайпер». Лютая уходит, оставляя после себя запах дешевого табака и тревогу. Екатерина Петрова смотрит на теплые носки. Подарок от вора – это всегда обязательство. Хочет она того или нет, ее втянули в войну кланов. Проходит месяц. Декабрь 1947 года накрывает лагерь снежным саваном. Морозы под 40, птицы падают на лету. Ивашин требует дичи, готовит новогодний банкет для комиссии из Москвы. Екатерина Петрова ходит в лес почти ежедневно. Лицо обветрено до темноты, руки в мозолях, усталость въелась в кости, но в лесу она чувствует себя живой. Однажды она уходит дальше обычного, километров за 7 от зоны, в глухой распадок. Среди поваленных бурей елей замечает странные следы, не звериные, лыжня, широкие самодельные лыжи, подбитые шкурой. Следы тянутся к заброшенной заимке лесорубов. Екатерина Петрова разведчик по натуре. Любопытство и опыт берут верх. Она идет по следу осторожно, сливаясь со снегом. Белый мороз скрывает ее движение. У полуразвалившейся избушки движение. Двое мужчин, не в лагерных бушлатах, а в гражданской, хоть и потрепанной одежде. У одного охотничье ружье, у другого немецкий автомат МП-40. Беглые или бандиты с воли. Екатерина Петрова ложится в сугроб. Дистанция около 200 метров. Ветер боковой, слабый. Она видит, как мужчины прячут что-то под полом избушки. Ящики. Тяжелые, зеленые, армейские. Оружие, продукты, взрывчатка. Это уже не браконьеры. Это подготовка. Екатерина Петрова тихо отползает назад, стараясь не оставить лишних следов. Сердце стучит в висках. Если заметят, конец. С Мосинкой против автомата на короткой дистанции шансов почти нет. Вернувшись в зону, она не идет к Ивашину. Интуиция удерживает. Сообщи она, поднимут тревогу, начнут прочесывать лес, а егеря пустят впереди всех, под пули. А если эти люди связаны с кем-то из охраны?
Откуда армейские ящики в тайге, где до ближайшей части сотни километров? Вечером Екатерина Петрова идет в барак к Лютой. Это нарушение режима, но она умеет быть незаметной. В бараке душно и шумно. У входа обосновались махновки. Их лидер – крыса. Худая женщина с безумным блеском в глазах и шрамом через всю щеку точит ложку о камень. Она замечает Екатерину Петрову и улыбается по-звериному. «О, охотница пришла, миско принесла или сама на мясо?» Екатерина Петрова проходит мимо, не реагируя, и подходит к нарам Лютой. «Надо поговорить», — шепчет она. Лютая кивает. Они отходят за печку, в тень. «Я видела в лесу людей», — быстро говорит Екатерина Петрова. «Двое с оружием прячут ящики на старой заимке». Глаза Лютой расширяются. «Ящики зеленые? Железные?» «Да». Лютая тихо выругивается. «Это не с воли. Это наши, с мужской зоны, с семёлки. Там неделю назад побег был, склад обнесли, взрывчатку увели. Значит, они здесь, кого-то ждут». Она хватает Екатерину Петрову за рукав. «Крыса с ними связана. Малявы передавала через вольнонаемных водителей. Они стену рвать собираются». Картина складывается в одно целое. Махновки готовят массовый побег. Взрывчатка, чтобы пробить периметр. Оружие на заимке, чтобы отбиться от погони. И им нужен проводник, тот, кто знает лес, как свои 5 пальцев. «Они за тобой придут, Екатерина Петрова», — говорит Лютая, и в ее голосе впервые слышится настоящий страх. «Крыса тебя не убьет, заставит вывести, а когда выведешь, прикончит. Им свидетели ни к чему». В бараке вдруг становится слишком тихо. Екатерина Петрова оборачивается. Крыса и 5 ее подельниц стоят полукругом, отрезая путь к выходу. В руках заточки и обмотанные тряпьем дубинки. «Ну что, подруги?» – скалится крыса. «Нашептались? Теперь к делу. Снайпер, ты нам нужна. Прямо сейчас». Она делает шаг вперед. «Завтра утром берешь ментовскую винтовку, как обычно идешь с нами. Мы заболеем, нас в лазарет поведут. Охрану снимем, а ты прикроешь. Поняла?» «Я в этом участвовать не буду», – спокойно отвечает Екатерина Петрова. «А тебя никто не спрашивает». Крыса достает из кармана маленькую блестящую вещицу – серебряный медальон. Внутри – фотография девочки. Екатерина Петрова холодеет. Это ее медальон. Она прятала его в матрасе в коптерке. Единственное, что осталось от дочери. «Красивая была», – ухмыляется крыса. «Жаль, померла. Но память штука хрупкая». Она заносит медальон над раскаленной буржуйкой. «Соглашайся, снайпер, или расплавлю, а потом и тебе глаза выколем». Екатерина Петрова смотрит на огонь, потом на крысу. Внутри поднимается холодная, расчетливая ярость, та самая, что помогала ей выживать под Сталинградом. «Хорошо», – тихо говорит она, – «выведу, только отдай». Крыса смеется и прячет медальон обратно в карман. «Отдам, когда будем на заимке. Умная девочка». Екатерина Петрова выходит из барака. Ночь черная, беззвездная. Она знает, на заимку поведет их, но не к спасению, в ловушку. Однако одной ей не справиться. Ей нужна помощь. Помощь человека, которого она должна ненавидеть. Она идет не в коптерку, она направляется к кабинету капитана Ивашина. Дверь скрипит, пропуская ее внутрь. Ивашин сидит за столом, чистит пистолет ТТ. На столе початая бутылка коньяка и бумаги. Он поднимает взгляд. Егерь пришла сама, ночью. Явное нарушение субординации. Но он молчит, видит ее лицо. Бледное, спокойное. Так выглядят люди, уже принявшие решение. «Чего тебе, Петрова? Опять медведь или волки?» Лениво спрашивает он, не откладывая оружие. Екатерина Петрова закрывает дверь. В кабинете тепло, пахнет табаком и кожей. «Не медведь, гражданин начальник. Люди». Ивашин замирает. «Какие люди?» «На старой заимке. Те двое, о которых я днем не доложила». Он медленно кладет пистолет на стол. «Ты мне солгала?» «Я проверяла. Видела, как они прячут ящики. Зеленые, армейские, тяжелые».
Она делает паузу и добавляет, глядя ему прямо в глаза. Слышала разговор. Там золото, гражданин начальник. С приисков. Месяц назад отбили у Вохры. Ждут проводника, чтобы уйти за кордон. Екатерина Петрова лжет, уверенно, без тени сомнения, сплетая правду с вымыслом. Про золото она придумала только что. Она знает, если сказать про оружие или побег, Ивашин вызовет подкрепление. А золото – это другое. Алчность действует быстрее тревоги. А если сказать про золото, он захочет забрать его сам, тихо, без лишних ушей, силами своей личной охраны. В глазах Ивашина вспыхивает жадный огонек. Золото – билет в другую жизнь, шанс выбраться из этой глухомани в Москву или хотя бы на юг. Ты уверена? Он подается вперед. Видела своими глазами, слитки в ящиках. Двое их. У одного автомат, у второго ружье. Ждут до завтрашнего полудня, потом уйдут. Ивашин барабанит пальцами по столу. Он верит. Вернее, хочет верить. Значит так. Завтра берешь винтовку. Я, сержанта Петрова и еще двоих проверенных. Ты ведешь нас на заимку. Если золото не окажется, пристрелю тебя там же, как при попытке к бегству. Поняла? Поняла, но у меня условия. Ивашин коротко смеется. Условия? Ты не в том положении. Мне нужна моя винтовка и больше патронов. Полная обойма. Там автомат. Ваши с пистолетами их не возьмут, если засели в доме. Нужен снайпер. Он думает секунду. Логично. Против Шмайсера с ТТ не повоюешь. Ладно, получишь 10 патронов. Но ствол только в сторону заимки. Дернешься ко мне, пуля в затылок. Екатерина Петрова кивает и выходит. План запущен. Завтра в полдень на старой заимке должны были сойтись 3 силы. Алчный начальник с охраной, банда крысы, мечтающая о свободе, и те двое с автоматом. И между ними она, снайпер. Утро встречает бураном. Небо затянуто серым, ветер воет в трубах. Погода идеальная, чтобы исчезнуть или погибнуть. Екатерина Петрова получает винтовку и 2 обоймы. Прячет патроны в карманы бушлата, ощущая тяжесть металла. У ворот ждут Ивашин и 3 охранников в меховых халатах с ППШ и пистолетами. Но все рушится в один миг. Когда ворота открываются, из-за угла вылетает грузовик-полуторка, тот самый, что возит лес. За рулем одна из махновок. Машина несется прямо на ворота, сбивает часового. Сирена, крики, стрельба, хаос. Крыса и еще человек 7 выскакивают из укрытия. В руках заточки, топоры, пистолет. Откуда – неизвестно. Они бегут не к грузовику, они бегут к Екатерине Петровой. «Стоять!» – орёт Ивашин, вскидывая ППШ. Но с крыши хоцблока на него падает кирпич. Прямо в голову. Ивашин валится в снег, теряя осознание. Охранники открывают беспорядочный огонь, но махновки уже врубаются в них в рукопашную. Крыса подлетает к Екатерине Петровой, хватает за грудки, приставляет нож к горлу. «Веди, на заимку, или здесь вскрою». В глазах крысы безумие. Екатерина Петрова видит кровь на снегу, слышит вой сирены, лай собак. План тихой засады рухнул, теперь это прорыв. «В лес! За мной!» – кричит она. Она срывается с места, увлекая крысу и остатки банды к пролому в заборе, который проделал грузовик. Пулеметная вышка молчит, стрелка, видимо, сняли. 8 человек исчезают в стене леса. За спиной сирены, крики раненых, собачий лай. Они бегут час, другой, по глубокому снегу, проваливаясь по пояс. Дыхание рвет грудь, легкие горят. Екатерина Петрова идет первой, прокладывая путь. У ворот она успела схватить лыжу. Остальные тащатся следом. Крыса не отстает, держит руку в кармане, там медальон. «Далеко еще?» – хрипит она. «Километров 5. На заимке оружие и лыжи. Там нас встретят», – отвечает Екатерина Петрова через плечо. «Смотри, снайпер. Засада. Ты первая ляжешь». Они выходят к распадку, когда буран стихает. Тайга замирает в тревожной тишине. На пригорке крыша старой заимки. Из трубы тянется дым. Екатерина Петрова останавливается. «Пришли. Там они». Крыса достает трофейный пистолет. «Кто они?» «Твои друзья с мужской зоны», – спокойно отвечает Екатерина Петрова. Крыса улыбается, уверена, что выиграла.
оборачивается к своим измученным замерзшим бойцам в рваных бушлатах. «Все, бавы, дошли. Сейчас вооружимся, пожрем и на кордон. Свобода!» Женщины, не скрываясь, с криками спускаются к дому, машут руками. Екатерина Петрова остается наверху. Она знает то, чего не знают они. Те двое в избе не союзники, это беглые уголовники. Они никого не ждут и делиться не собираются. Для них любая фигура в лагерной одежде – мишень. Из окна высовывается ствол автомата. Длинная очередь рвет тишину. Снег вокруг женщин взрывается фонтанами. Одна падает сразу, вторая хватается за ногу и катится по склону. «Ложись!» – орёт крыса, падая за поваленное дерево. «Свои! Не стреляйте! Это мы!» В ответ еще очередь. Крыса смотрит на Екатерину Петрову. Та стоит за сосной, спокойная. «Ты подставила! Ты сказала, они ждут!» «Я сказала, что они там», – холодно отвечает Екатерина Петрова, передергивая затвор. «Не говорила, что они вас обнимут». Положение отчаянное, махновки прижаты к земле. Из дома работает автомат. Сзади по следу уже слышен лай собак. Погоня идет быстро. «Сними его!» – визжит крыса. «Убей стрелка, иначе медальон в снег закопаю, вовек не найдешь». Екатерина Петрова медленно поднимает винтовку. Ей нужен медальон и жизнь. Сейчас главный враг – тот, кто в доме. Дистанция около 150 метров. В окне видны лишь вспышки. Она ждет. Автоматчик меняет магазин. В окне мелькает силуэт. Выдох, мягкое нажатие. Выстрел. Тень дергается и исчезает. Автомат смолкает. «Попала!» – кто-то кричит. Но второй бандит открывает огонь из другого окна. Екатерина Петрова перезаряжает. Гильза звенит в снегу. Со стороны леса все ближе лай. Команды, погоня уже рядом. Крыса ползет к ней, размахивая пистолетом. «Делай что-нибудь, нас всех перебьют!» Екатерина Петрова смотрит на нее спокойно. «Отдай медальон. Сейчас. Или я ухожу в лес. У меня лыжи. Я уйду, вас положат». Крыса колеблется. Лай совсем близко. «Окружай! Живьем не брать!» – доносится из леса. Крыса выдергивает медальон и швыряет его. «На, только прикрой!» Екатерина Петрова ловит серебряный кругляш, сжимает в кулаке. Металл теплый. Память возвращена. Она прячет медальон за пазуху и быстро оценивает обстановку. В доме один бандит, позади цепь охраны. «Слушайте меня», – твердо говорит она. «Ползите вправо, там мертвая зона. Уходите вдоль ручья, собаки потеряют след». «А ты?» – спрашивает крыса. «Я прикрою». Крыса смотрит с подозрением. Почему? Потому что обещала. Екатерина Петрова лжет. Ей нужно, чтобы охрана преследовала группу, а не ее одну. Женщины начинают отползать. Екатерина Петрова занимает позицию между корнями огромной сосны. Видно и дом, и опушку. Первыми выскакивают овчарки, за ними охранники. Бандит в избе начинает стрелять по ним, завязывает бой. Екатерина Петрова наблюдает через прицел. Ей не нужно стрелять в охрану, это все же свои. Бандита тоже добьют без нее. Она ищет Ивашина. И находит. Капитан с перевязанной головой стоит позади цепи стрелков, кричит в бинокль. Он жив и зол. Он замечает движение справа. «Пулемет на фланг! Отрезать их!» Пулеметчик разворачивает Дегтярева к врагу. Екатерина Петрова целится не в человека, в оружие. Выстрел. Пуля бьет в диск, механизм клинит. Пулеметчик матерится, возится с задержкой. Этого хватает. Махновки исчезают за склоном. Ивашин резко поворачивает голову, ищет источник выстрела. Его взгляд останавливается на сосне. Их глаза встречаются через прицел. У Екатерины Петровой оптики не было, но она все равно ощущала на себе его тяжелый взгляд. Ивашин поднял автомат. «Петрова!» Его крик перекрыл стрельбу. «Я знаю, что ты там. Выходи. Я прощу. Дам амнистию». Екатерина Петрова тихо передернула затвор. «Врешь, гражданин начальник», – едва слышно прошептала она. «Ты свидетелей не оставляешь». Теперь перед ней стоял выбор, который определит финал этой истории. У нее осталось всего 5 патронов. Она могла попытаться убить Ивашина. Это обезглавило бы погоню, но тогда ее искали бы по всему Союзу, как убийцу офицера.
Могла уйти в лес, пока длится бой, шанс выжить был, но она стала бы беглой зечкой без документов, обреченной замерзнуть в тайге. Или могла сделать что-то третье, неожиданное, что перевернет всю игру. А как бы поступили вы? Напишите в комментариях. Выстрелить в тирана и стать убийцей, или бежать и надеяться на чудо. Ситуация, если честно, казалась безвыходной. Екатерина Петрова приняла решение. Она заметила, как к дому подбираются двое охранников с гранатами. Сейчас они взорвут заимку. Внутри ящики, те самые, о которых она солгала. Но что, если там действительно что-то ценное? Не золото, а документы, карты. Она вспомнила слова Лютой. Взрывчатку увели. Если в доме динамит и туда кинут гранату, рванет так, что накроет всех, и охрану, и ее саму. «Назад!» – хотела крикнуть она, но голос утонул в грохоте выстрелов. Охранник размахнулся и швырнул лимонку в разбитое окно. Екатерина вжалась в землю, закрыв голову руками. Секунда, 2, 3. Взрыв, но не обычный хлопок гранаты. Дом буквально разлетелся на щепки. Огненный шар взмыл над лесом, опаляя верхушки сосен. Взрывная волна снесла охрану, и Вашина повалила сухие деревья. В доме действительно был динамит. Много. Земля задрожала. Снег тяжелой массой обрушился лавиной, накрывая Екатерину с головой. Темнота, тишина, звон в ушах. Она лежала под снегом и не двигалась. Жива ли она, или это уже тот свет? Постепенно возвращались ощущения. Холод, боль в спине, резь в легких. Екатерина откопалась, жадно глотая воздух. На поляне царил ад. Воронка на месте дома, разбросанные тела, контуженная охрана. Кто-то стонал, кто-то уже не шевелился. Ивашин лежал лицом вниз. Его шинель дымилась. Екатерина поднялась, шатаясь. Она оказалась единственной, кто мог стоять на ногах. Подошла к Ивашину, перевернула его. Он был жив, оглушен, из ушей текла кровь, взгляд мутный, но дыхание ровное. Она навела на него винтовку, палец лег на спуск. Один выстрел, и все закончится. Месть за унижение, за лагерь, за попытку сломать ее. Никто не узнает, спишут на взрыв. Она посмотрела ему в лицо и увидела не монстра, а побитого, растерянного человека. В ней боролись снайпер, который обязан добить цель, и человек, который не стреляет в безоружного раненого. Екатерина медленно опустила ствол. «Живи», – прохрипела она, – «и помни, кто тебя пощадил». Она забрала у него планшет с картой, пригодится, сняла с пояса кобуру с ТТ, лишним не будет. Потом развернулась, встала на лыжи и ушла в лес, не за махновками, в другую сторону, на север. Теперь она была одна, против тайги, против системы, против холода. Беглая, но свободная. 3 суток. Ровно столько прошло с момента взрыва на старой заимке. 3 суток. Тишины. Белого безмолвия и холода, который не просто щипал кожу, а будто грыз кости. Екатерина шла на север, не зная точной цели, но карта Ивашина, которую она забрала, указывала на старую геологическую просеку, ведущую к железнодорожной ветке. Это был ее шанс. Выйти к путям, запрыгнуть в товарняк с углем и уехать куда угодно, хоть в Среднюю Азию, хоть на Дальний Восток. Главное, подальше от этого проклятого места. У нее были лыжи, винтовка с 3 патронами, 2 она потратила на заимке, и пистолет ТТ с полной обоймой. Но еды и огня не было. Спички промокли, когда она упала в снег после взрыва. Вы когда-нибудь пробовали спать в сугробе при минусовой температуре? Снайперов этому учили. Нужно вырыть берлогу под корнями упавшего дерева, настелить лапника слоем не меньше полуметра и зарыться в снег с головой. Снег держит тепло. Внутри такой норы температура держится около 0. Не Ташкент, конечно, но это жизнь. Екатерина Петрова спала урывками. Ей снилась дочь, живая, смеющаяся, просящая хлеба. Екатерина просыпалась от собственного крика с пересохшим ртом и пустым, сводящим животом. Она жевала хвою и кору молодой осины.
Горько, терпко, вяжет рот, но хоть что-то, чтобы обмануть желудок. На второй день она наткнулась на замерзшую белку. Маленький трупик на снегу. Видно, сорвалась с ветки и погибла от мороза. Екатерина съела ее сырой. Отвращения не было, был только инстинкт. Белка — это энергия, энергия движения, движение — жизнь. А в это время в колонии номер 12 капитан Ивашин писал рапорт. В кабинете было тепло, но его трясло. Голова перебинтована, одно ухо почти не слышало. «Контузия после взрыва», — аккуратно выводил он. Группа заключенных под руководством рецидивистки Мельниковой, завладев оружием, совершила нападение на конвой. В ходе боя группа уничтожена. Потерь среди личного состава нет. Он поставил точку. Ложь. Наглая, отчаянная ложь. Если Москва узнает, что он упустил снайпера с картой и оружием, его не просто снимут, его расстреляют перед строем. Мельникова — ходячий компромат. Она знала про его жадность, про попытку присвоить золото, про его просчеты. «Товарищ капитан», — в кабинет заглянул сержант Петров, тот самый, кого Екатерина когда-то спасла от медведя. Он оказался единственным из охраны, кто не пострадал при взрыве. «Ну?» — рыкнул Ивашин. «Следопыты готовы. Манси привели собак. Говорят, след старый, но волчий». «Какой еще волчий?» Так они называют, когда человек идет след в след, путает, петляет, профессионал. Ивашин резко поднялся, лицо исказило гримаса боли и злости. «Мне плевать, хоть лисий. Поднимай группу. 5 человек, автоматы, лыжи, маскахалы. Собак кормить сырым мясом, чтобы злее были. Выходим сейчас. И запомни, Петров, мне не нужна Петрова живой». Погоня начиналась. Ивашин не взял обычных солдат. Он поднял волкодавов, спецкоманду для поиска беглых. Впереди шел старый Манси по имени Угрюм. Ему недвусмысленно намекнули, не найдет след, его семью вышлют в тундру без права переписки. Угрюм читал снег лучше, чем Ивашин газету «Правда». На 4-й день Екатерина Петрова почувствовала, что за ней идут. Это ощущение знакомо каждому снайперу, как будто кто-то смотрит в затылок. Лес вдруг замолкает, птицы вспархивают не там, где должны, воздух становится другим. Она остановилась на вершине холма и огляделась. Далеко, километрах в 3, на белом фоне тайги двигались черные точки. 6 человек и собаки. Шли быстро. У них свежие силы, горячая еда в термосах, запасные лыжи. У нее стертые в кровь ноги и легкая пелена галлюцинаций от голода. Екатерина понимала, по прямой они догонят ее к вечеру. В гонке на скорость у нее нет шансов. Значит, нужно менять тактику. Если не можешь убежать, заставь врага остановиться. Правило снайперской школы номер 7. Екатерина Петрова свернула с просеки в бурелом, туда, где лыжи становились бесполезными, где приходилось перелезать через поваленные стволы и проваливаться в рыхлый снег. Это замедлит ее, но и собаки там не смогут быстро взять след. Снег был глубокий, тяжелый. Екатерина начала минировать свой путь. Мин у нее не было, зато был лес. Она нашла гибкую молодую березу, согнутую под тяжестью снега, подтянула ее к земле, привязала к верхушке обрывок бинта из кармана бушлата и сделала петлю. Примитивная ловушка. Если задеть ветку, береза распрямится и ударит с огромной силой на уровне лица. На фронте так ломали шеи немецким разведчикам. Она действовала почти автоматически, на последних остатках сил. Руки плохо слушались, пальцы побелели от обморожения. «Держись, Екатерина», — шептала она себе. «Ты Сталинград прошла, ты Курск прошла. Неужели погибнешь здесь от рук тыловой крысы?» Сделав крюк, она вернулась к своему следу и залегла за выворочный корень огромной ели. Дистанция около 300 метров. Ветер встречный. Винтовка в руках казалась тяжелее обычного. В магазине 3 патрона. 3 жизни. Через час появились преследователи. Первой шла собака. Огромная восточноевропейская овчарка, рвущаяся с поводка, хрипящая от напряжения. За ней проводник Манси. Он шел осторожно, прощупывая снег палкой. За ним Ивашин. Даже в лесу он пытался выглядеть начальником, командовал жестами. Замыкали группу 3 автоматчиков. Екатерина смотрела в прицел. Руки дрожали. Голодный тремор. Для снайпера это почти приговор. Чтобы попасть, нужно успокоить сердце. Но оно колотилось как безумное, разгоняя по венам адреналин и страх.
Она глубоко вдохнула, задержала дыхание. Мушка плясала перед глазами. Сначала собака. Жестоко, да, но собака их глаза и нос. Без нее в метель, а небо снова хмурится, они слепы. Она вспомнила глаза медведя, лютую, всех, кого уже убила. «Прости, пес, у тебя просто работа». Выстрел. Сухой хлопок растворился в шуме леса. Овчарка взвизгнула, подпрыгнула и рухнула, дергая лапами. Попадание в шею. Чисто. Манси, угрюм, мгновенно упал в снег и перекатился за дерево. Реакция природная. Ивашин и его люди начали палить во все стороны. Очереди срезали ветки над головой Екатерины. Они ее не видели, просто создавали шум, стреляли наугад. Второй раз она не стреляла. Нельзя было выдавать позицию вспышкой. Екатерина уже ползла назад, вглубь чаще, используя их стрельбу как прикрытие. Они остановятся, испугаются. Потеря собаки даст ей пару часов форы. Но Ивашин не остановился. Когда стрельба стихла, он подбежал к проводнику, ткнул ему пистолетом в лицо. «Вставай, ищи след. Собака сдохла, теперь ты за нее». Манси что-то пробормотал на своем языке, покачал головой. «Духи леса сердятся. Здесь нельзя стрелять. Змеиная гора, проклятое место. Я тебя здесь сам пристрелю и спешу на попытку к бегству», — визжал Ивашин. «Вперед!» Екатерина слышала этот крик. Он придавал ей силы. Враг нервничал, делал ошибки. Злой охотник, плохой охотник. Она продолжала двигаться. Темнело. Мороз крепчал. Под 30 градусов. Екатерина понимала, эту ночь в сугробе она не переживет. Организм на пределе. Нужно тепло, любое. Костер, изба, хоть щель в скале. Иначе она просто уснет и не проснется. И вдруг в сумерках она увидела дым, тонкая, почти незаметная струйка над верхушками деревьев. Люди? Геологи? Беглые? Засада? Выбора не было, она пошла на дым. Через километр вышла к странному сооружению. Это была не изба, а землянка, наполовину врытая в склон оврага. Вокруг странные тотемы из черепов животных, оленьи рога, прибитые к стволам, тряпочки на ветках, жилище шамана или лесного отшельника. Екатерина подошла к двери из грубых досок, обитой оленьими шкурами. Постучала. Тишина. Толкнула. Не заперто. Внутри было темно и тепло. Пахло травами, сушеной рыбой и теплым человеческим жильем. Посреди землянки очаг с тлеющими углями. На нарах у стены лежал человек, очень старый. Лицо, как печеное яблоко, глаза закрыты. На нем была странная одежда, смесь лагерного ватника и национальной парки Манси. Он открыл глаза, когда Екатерина Петрова, шатаясь, переступила порог. Глаза были абсолютно белыми, слепой. «Пришла», — сказал он крепким голосом, не спрашивая кто, по-русски, но с сильным акцентом. «Смерть привела или сама пришла?» Екатерина опустила винтовку, сил держать ее больше не осталось. «Мне бы погреться, дедушка», — прошептала она и сползла по стене на земляной пол. «Грейся, огонь общий, еда в котле». Она подползла к очагу, в котелке булькало варево. Екатерина зачерпнула рукой, обжигаясь, проглотила. Горячая, жирная рыба. Впервые за много дней по телу разлилось настоящее тепло. Сознание стало уплывать. «За тобой идут серые люди», — вдруг сказал старик. «Я слышу их злобу, они близко». Екатерина вздрогнула. «Военные люди без души, у них железо вместо сердца, ты их не победишь силой». «А чем?» — она уже почти проваливалась в сон. «Языком, хитростью и духом. Ложись, дочка. Утром они будут здесь, но мы их встретим». Екатерина отключилась. Последнее, что она увидела, как слепой старик бросает в очаг пучки трав. Дым становился густым, терпким, дурманящим, скрывающим все вокруг. Ей снилась война, но не та с танками и самолетами, другая. Она стояла посреди белого поля, а к ней шли волки, но у волков были человеческие лица, майора Рябова, которого она когда-то ударила, крысы и Вашина.
«Ты убийца, Екатерина», — говорили они хором. «Тебе нет места среди живых. Иди к нам». Она поднимала винтовку, но та превращалась в змею и кусала ее за руку. Екатерина проснулась от толчка. Утро. В землянке было светло. Старик сидел рядом и точил огромный нож о камень. «Вставай. Они перешли ручей. Через час будут здесь». Она вскочила. Голова ясная, мышцы болят, но слушаются. Еда и короткий сон сделали свое дело. «Мне нужно уходить», — сказала она, хватая винтовку. «Я уведу их от тебя, иначе убьют». Старик усмехнулся беззубым ртом. «Меня нельзя убить. Я уже трижды умирал. А ты живи. Смотри сюда». Он отодвинул шкуру на дальней стене. За ней был проход, узкий лаз, уходящий вглубь склона. «Старая штольня. Деды мои медь искали. Выйдешь на ту сторону хребта, к железной змее, к дороге. Но там дух горы живет. Страх покажешь, заберет». «Спасибо». Екатерина хотела обнять его, но он отстранился. «Оставь винтовку». «Зачем?» «Им нужна добыча. Я дам им добычу». Она смотрела на него. Слепой старик собирался остановить отряд НКВД. Это было равносильно смерти. «Нет, я не оставлю тебя без оружия». «Глупая девка», — мягко сказал он. «Меня винтовка не для стрельбы, для обмана. Уходи». Екатерина нырнула в лаз, ползла по узкому тоннелю, пахнущему сыростью и древностью. Позади остался старик. Он положил ее винтовку на стол напротив выхода, привязал к спусковому крючку веревку, второй конец к двери. Старая партизанская уловка. Минут через 20 Екатерина выбралась наружу на другую сторону склона. Здесь ветер свистел еще злее. И вдруг глухой взрыв, крики. Они ворвались в землянку. Ловушка сработала, или старик сделал что-то еще. Из трубы повалил черный густой дым. Землянка горела. Екатерина опустилась на колени в снег. Слезы тут же замерзали на щеках. Еще одна жизнь, отданная за нее. Сначала лютая, пусть и выжила, потом махновки, теперь этот старик. «Сколько еще?» — крикнула она в серое небо. «Сколько людей должно умереть, чтобы я жила?» Ответа не было, только ветер. Теперь у нее не было винтовки, только пистолет ТТ и 7 патронов, и карта, и ярость, холодная белая ярость. Как вы думаете, старик понимал, на что идет, или просто хотел умереть достойно? И что теперь делать Екатерине без винтовки против автоматчиков? Кажется, ее шансы почти равны нулю. Впереди перевал, за ним железная дорога, но между ней и свободой стоял Ивашин. Он жив, она слышала его голос перед взрывом, полный бешенства. Теперь это уже не погоня, это охота на раненого зверя, и зверь загнан в угол. Ветер на перевале не просто дул, а резал лицо, как наждаком. На высоте почти 1000 метров не было деревьев для укрытия, только голые скалы, ледяной наст и серое небо, низкое, как потолок карцера. Екатерина Петрова ползла. Встать в полный рост было невозможно, снесет в пропасть. Она карабкалась по склону, цепляясь обмороженными пальцами за камни. Лыжи пришлось оставить у выхода из штольни, на голом камне они были ни к чему. Теперь она была обычной пехотой. В кармане бушлата тяжело оттягивал ткань пистолет ТТ. 7 патронов, 7 кусков свинца против целого мира. Екатерина Петрова проклинала себя за то, что оставила винтовку старику. С винтовкой она чувствовала себя здесь королевой высоты. Могла бы снять любого, кто появится на горизонте, с километра. А с пистолетом эффективная дальность всего 50 метров. В горах это почти дистанция плевка. Но она понимала, старик был прав. Винтовка в его руках дала ей фору. Ивашин, если он еще был жив, потерял время, штурмуя пустую или почти пустую землянку. Этот выигранный час был ее единственным шансом дойти до железной змеи. Внизу, в долине, расстилалась панорама, от которой перехватывало дыхание. Тайга казалась черным морем, а сквозь нее, как шрам, тянулась тонкая нитка железной дороги. Ветка Воркута-Котлас, дорога жизни и смерти. По ней везли уголь на юг и заключенных на север.
Екатерина Петрова различила дым, далекий густой столб. Паровоз шел медленно, тяжело пыхтя на подъеме. Это был ее поезд. Если она успеет спуститься к путям до того, как состав пройдет, спасена. Если нет, следующего ждать сутки. А сутки на таком морозе – верная смерть. Она начала спуск, скользила по осыпи, сбивая ноги, раздирая колени. Боль давно стала фоном, как вой ветра. Спуск занял час, потом еще один, до путей оставался километр. Уже слышался протяжный гудок паровоза, тоскливый, отражающийся от скал. И тут она остановилась. Снайперский инстинкт, то самое шестое чувство, бил тревогу. Впереди, у подножья склона, где тропа выходила к насыпи, что-то выглядело неправильно. Снег там был слишком ровный, нетронутый. А чуть выше, за грядой камней, мелькнул блик. Оптика, бинокль. Екатерина Петрова мгновенно упала за валун. Сердце пропустило удар. Они здесь. Они не пошли по ее следу через штольню, обошли гору на лыжах по пологому склону. Ивашин знал карту, знал, что штольня выводит именно к этому участку пути. И просто устроил засаду в конечной точке маршрута. Классика тактики НКВД – не гоняться за зайцем по лесу, а ждать у норы. Она осторожно выглянула. Трое. Один с пулеметом Дегтярева залег прямо у насыпи, двое с автоматами на флангах, чуть выше по склону. Сектор обстрела перекрывал все. Муха не пролетит. Самого Ивашина видно не было. Возможно, руководил из укрытия или сидел в тепле дрезины, если они прибыли по путям. Ситуация – мат в 2 хода. Поезд будет через 20 минут. Путь простреливается пулеметом. У Екатерины Петровой пистолет. Дистанция до засады 300 метров. «Ну что, снайпер», — подумала она, сжимая рукоять так, что белели костяшки. Вот и финал. Она прошла слишком многое, чтобы упереться в неизбежный конец в сотни метров от свободы. Девушка быстро оценила обстановку. Слева отвесная скала, справа открытый склон, идеальная позиция для пулеметчика. Прямо перед ней редкие заросли, за которыми скрываются противники. Единственный вариант – заставить их открыть огонь первыми, вынудить нервничать, ошибаться. Но права на ошибку у нее нет. И в этот критический момент погода, все это время бывшая ее врагом, вмешалась. С перевала сползло густое молочное ледяное туман, предвестник новой метели. Он медленно затягивал склон, скрывая камни, деревья, людей. Видимость упала до 10 метров. Шанс. В таком тумане пулемет почти не полезен. Здесь решают слух и реакция. Екатерина Петрова глубоко выдохнула, поднялась и начала спуск, не бегом, а мягким осторожным шагом, почти кошачьим. Она вошла в молочную мглу, мир исчез, осталась только серая пелена. Она считала шаги. 100, 200, где-то впереди должны быть автоматчики. Хруст снега справа, кто-то двигался ей навстречу. Она замерла, превратившись в слух. «Петров, ты где?» Шепот, нервный, срывающийся. «Здесь я. Ничего не видно, товарищ лейтенант. Может, она еще не спустилась?» Ивашин сказал ждать. «Смотри в оба». Екатерина Петрова поняла, они боятся. Легенда о безумной снайперше, что валит медведей и взрывает дома, работала на нее. Она сделала шаг. И еще один силуэт возник из мглы, внезапно, в 5 метрах. Фигура в белом масхалате с автоматом наперевес. Солдат стоял к ней спиной, вглядываясь вверх по склону. Екатерина Петрова подняла пистолет. Стрелять? Выстрел выдаст позицию. Остальные откроют огонь на звук. Нет. Екатерина Петрова убрала пистолет в карман, вытащила нож, тот самый, которым свежевала белок. Прыжок, тихий, как оседающий снег. Удар рукоятью в основание черепа, точно под край каски. Солдат осел мешком, даже не встрикнув. Она подхватила его, не давая телу рухнуть с шумом. Она осторожно укладывает солдата на снег, снимает с него автомат ППШ, тяжелый, с полным диском. Вот теперь разговор на равных. Екатерина Петрова быстро проверяет оружие. Предохранитель снят, патрон в патроне. Слава советским оружейникам, ППШ работает в любой мороз, если смазка правильная. Осталось 2. Пулеметчик у насыпи и второй автоматчик, Ивашин. Где он? Внизу раздается гудок паровоза. Уже близко. Земля начинает едва заметно дрожать. Поезд подходит. Екатерина Петрова движется ниже.
Туман редеет, ветер рвет его клочьями. Впереди, метрах в 40, она различает пулеметное гнездо. Пулеметчик курит, пряча огонек в рукаве. Рядом человек в офицерской шинели. Ивашин. Жив. И стоит как раз на пути к насыпи. Она прижимается к скале. Дистанция 40 метров. Из ППШ можно достать, но стоит открыть огонь, пулеметчик развернет ствол и срежет ее. Дегтярев прошивает насквозь. Значит, первым пулеметчик. Екатерина Петрова прицеливается. Мушка ППШ грубая, не для ювелирной стрельбы, но руки помнят. Короткая очередь, 3 патрона. Тра-та-та! Пулеметчик дергается и валится на свое оружие. Ивашин реагирует мгновенно, падает за рельсы, выхватывает ИТ. «Она здесь, слева, у скалы!» – орёт он. Второй автоматчик, тот, что выше по склону, открывает огонь по ее позиции. Пули высекают искры из камня, осколки бьют в лицо. Екатерина Петрова вжимается в землю. Ее прижали. Поезд уже виден. Огромная черная туша выплывает из-за поворота, разрезая туман лучом прожектора. Грохот колес заглушает выстрелы. Товарняк. Вагоны с углем, открытые платформы. Он идет медленно, километров 20 в час. Подъем крутой, идеально для прыжка. Но между ней и поездом 30 метров открытого пространства и Ивашин с пистолетом. «Сдавайся!» – кричит Ивашин, укрываясь за колесной парой дрезины на запасном пути. «Поезд не остановится, тебе не уйти!» Екатерина Петрова перекатывается за другой камень. «Я и не собираюсь останавливаться». Она дает длинную очередь по второму автоматчику, заставляя того уткнуться в снег, переводит ствол на Ивашина. Щелк. Осечка? Нет, диск полный. Перекос патрона. ППШ иногда клинит. Проклятие. Она бросает автомат, выхватывает свой ТТ. Ивашин это замечает. Он понимает, у нее проблема. Поднимается, тщательно целится. Все, снайпер. Игра окончена. Екатерина Петрова смотрит в темный зев его ствола. Время снова замедляется. Поезд проходит мимо, вагон за вагоном. Грохот стоит неимоверный. Она видит, как его палец давит на спуск. И тут происходит неожиданное. Из проходящего вагона, прямо из кучи угля, вылетает лопата, обычная совковая, брошенная сильной рукой. Она со звоном бьет Ивашина по руке с пистолетом. Выстрел уходит в небо. Ивашин вскрикивает, хватаясь за кисть. На платформе стоит чумазый кочегар, глаза по 5 копеек. Он просто увидел человека с пистолетом, целящегося в женщину, и сработал простой инстинкт – помочь. «Давай руку!» – орёт он, перекрикивая стук колес. Он тянется к Екатерине Петровой. Она не раздумывает, срывается с места, бежит к поезду. Ивашин, шатаясь, пытается поднять пистолет левой рукой. «Стоять! Убью!» Выстрел. Пуля взбивает снег у ее ног, вторая свистит у виска. Екатерина Петрова прыгает, пальцы цепляются за ледяной борт вагона, ноги скользят по металлу. Она висит над колесами, которые перемалывают рельсы в полуметре от сапог. Кочегар хватает ее за шиворот бушлата и рывком втягивает внутрь, на уголь. Она падает лицом в черную пыль. Жива. Поднимает голову. Поезд набирает ход, скрываясь за поворотом. Внизу, у насыпи, остается маленькая фигура в офицерской шинели. Ивашин стоит на коленях в снегу, держась за руку, и смотрит вслед уходящему составу. Он проиграл. Екатерина Петрова достает свой ТТ. В магазине еще 7 патронов. Она могла бы выстрелить сейчас, снять его. Дистанция позволяла. Но поезд уже уносил ее в туман. «Ты кто такая, мать твою?» – орёт кочегар, вытирая пот со лба. «За тобой там вся Красная Армия поднялась!» Екатерина Петрова переворачивается на спину, глядя в серое небо, с которого начинает сыпаться снег. Она смеется, хрипло, надсадно, почти истерично. Смех переходит в кашель. «Я пассажир», — говорит она. «У меня билет до конечной». Вот такая история. Простой рабочий мужик, кочегар, вытащил беглую зечку, даже не зная, кто она. Что он сделает, когда поймет, во что ввязался? Сдаст на первой станции или поможет? За укрывательство беглых срок. Екатерина Петрова лежит на угле. Поезд ритмично покачивается. Тук-тук, тук-тук. Это звук свободы и звук погони. Ивашин жив.
У него есть рация, на дрезине или на станции. Он сообщит вперед по линии. Поезд остановят, обыщут. Ей нельзя ехать до города, придется снова прыгать в неизвестность. Состав гремит, разрывая ночную тьму. Это не пассажирский экспресс с мягкими полками и чаем в подстаканниках. Это тяжелый товарняк, везущий уголь с воркутинских шахт на Большую Землю. Екатерина Петрова лежит на куче антрацита. Черная пыль забивается в нос, в уши, скрипит на зубах. Лицо, руки, бушлат – все стало черным за считанные минуты. Теперь она не человек, тень, кусок угля, который дышит. Рядом, прислонившись к железному борту тендера, стоит ее спаситель – кочегар. Мужик лет 40, с лицом, изрытым оспой и въевшейся сажей. Курит самокрутку, прикрывая огонек ладонью. Его зовут Глеб. Он молчал с полчаса, давая ей прийти в себя. Теперь задает вопрос, не глядя. «Ты кого убила, девка? Мента или блатного?» Екатерина Петрова садится, стряхивая угольную пыль. ТТ она держит в руке, не прячет. Глеб замечает оружие, но даже не меняется в лице. «Начальника лагеря», — врет она. Думает, что убила Ивашина на заимке, хотя тот выжил, но сейчас это не важно. И его псов. Глеб кивает, выпускает дым в морозное небо. «Серьезно? Значит, на первой же станции нас встречать будут с собаками. Весь состав вверх дном перевернут. Я спрыгну раньше». «Не спрыгнешь», — сплевывает он. «Мост впереди под охраной, потом перегон до Печоры. Там узловая станция. НКВДшников больше, чем в шее в бараке. Тебя снимут и меня снимут, как пособника. К стенке поставят. У меня 3 детей, дура». Екатерина Петрова сжимает пистолет. Он прав. Она втянула в это простого работягу. «Останови паровоз», — говорит она жестко. «Я уйду в лес». «В лесу ты долго не протянешь. Посмотри на себя». Глеб бросает окурок за борт, смотрит на нее внимательно. В его глазах нет страха, только усталость и узнавание. «На фронте была? Снайпер?» Она коротко кивает. Глеб усмехается, обнажая желтые от табака зубы. «А я танкист. Горел 2 раза, под Прохоровкой и под Берлином». Он молчит секунду, потом машет рукой. «Ладно, пехота, не сдам. Своих не сдаем. Лезь в тендер, в воду». «Куда?» «В водяной бак. Там люк технический. Вода теплая, от котла греется. Залезешь по шею, крышку закроешь. Собаки не учуют, вода запах сбивает. И штыком туда тыкать не станут, побоятся бак пробить». Это безумие, в минус 30 снаружи. Не сваришься. Там градусов 40, как в бане. Дышать будешь через трубку. Глеб вытаскивает из ящика кусок резинового шланга. Держи. И молись своему снайперскому богу. Через час поезд начинает тормозить. Станция Печора. Сквозь щели тендера пробиваются лучи прожекторов. Слышен лай овчарок, свистки, команды. «Всем оставаться на местах. Проверка документов. Досмотр состава», — гремит голос из мегафона. Екатерина Петрова сидит внутри огромного железного бака. Вода черная, маслянистая, до подбородка. Тепло, почти жарко. Воздух спёртый, пахнет ржавчиной. Во рту резиновая трубка, другой ее конец выведен в крошечную вентиляционную щель. Слышны шаги по крыше, тяжелые сапоги. Люк открывается, луч фонаря шарит по воде. Она ныряет с головой, задерживает дыхание. Сердце колотится так, что, кажется, сама вода вибрирует. 10 секунд, 20, 30. Легкие горят. Сверху голос. «Чисто. Вода одна. А в угле смотрел?» «Смотрел. Никого. Давай дальше». Люк захлопывается. Екатерина Петрова выныривает, жадно втягивая воздух через трубку. Пронесло. Пока пронесло. Поезд стоит на станции еще час. Меняют бригаду. Глеб уходит. Вместо него приходит другой кочегар. Молодой, веселый парень. Он ничего не знает. Кидает уголь в топку, напевая что-то про Катюшу. Екатерина Петрова сидит в баке и боится пошевелиться. Если вылезет сейчас, поднимется крик. Остается только ждать. Поезд трогается, стук колес ускоряется. Екатерина Петрова выбирается из бака, когда состав уже идет полным ходом. Она мокрая, вся в саже, похожа на водяного. Молодой кочегар оборачивается, замечает ее и роняет лопату. «Ты кто?» Екатерина Петрова наводит на него пистолет.
«Тихо, боец. Я привидение. Одежда запасная есть?» Парень кивает, трясясь. «В ящике. Роба. Давай сюда и отвернись. Будешь смотреть, глаза выколю». Она быстро переодевается в сухую, грубую мужскую робу. Та велика ей на 3 размера, но лучше, чем мокрый бушлат. Лагерную одежду Екатерина Петрова скручивает в узел и бросает в топку. Пламя жадно пожирает ткань. Номер на спине, нашивке, запах зоны. Все превращается в дым и уходит в трубу. Теперь она просто грязный, бесполый механик в промасленной робе. «Слушай внимательно», — говорит она парню. «Я сойду перед Котласом, на перегоне, где скорость бросит. Ты меня не видел, понял?» «Понял, тетенька». «Не тетенька, товарищ». Екатерина Петрова садится у теплой стенки котла, нужно согреться и высохнуть. До Котласа еще целая ночь пути. А в это время в кабинете начальника станции Печора звонит телефон. Трубку берет дежурный офицер НКВД. «На проводе капитан Ивашин», — хрипит голос. «Докладываю. Преступница ушла на поезде номер 402. Особые приметы. Женщина, в бушлате, вооружена пистолетом ТТ. Особо опасна. Отличная стрелок». Дежурный хмурится. «Товарищ капитан, мы досмотрели 402. Никого, собаки след не взяли». «Плохо смотрели», — срывается Ивашин. «Она там, я чувствую. Перекройте Котлас, оцепить вокзал, проверять всех женщин, всех». «Есть, товарищ капитан». Ивашин кладет трубку. Он сидит в медпункте, ему перевязывают руку. Кость цела, но ушиб серьезный. Он знает Екатерину Петрову, изучил ее дело. Она не выйдет на вокзале, слишком умна, спрыгнет раньше. «Машину мне», — командует он, — «и взвод автоматчиков. Едем в Котлас, лично встречу поезд». Котлас — крупный железнодорожный узел, город рельсов и лагерей. На рассвете поезд подходит к городу. Скорость падает. Впереди семафор. Екатерина Петрова выглядывает из тендера. Вдоль путей через каждые 50 метров стоят солдаты. Оцепление. Ивашин перекрыл не вокзал, он перекрыл подступы к городу. Ловушка. Состав сейчас войдет в коридор из автоматчиков. Спрыгнуть, попасть им в руки. Остаться, приехать на вокзал, где их еще больше. «Черт», — шепчет Екатерина Петрова. Она смотрит на молодого кочегара. «Документы есть? Паспорт в куртке. Давай». Парень отдает паспорт. Иван Сидоров, 1925 года рождения. Екатерина Петрова смотрит на фотографию. Курносый парень совсем не похожа на нее. Бесполезно. Она возвращает документ. «Живи, Иван». Поезд замедляется почти до остановки. Впереди мост через Северную Двину. Под ним лед. Черный, тонкий, с промоинами. Единственный выход. Если спрыгнуть на насыпь, расстреляют. Если в реку, можно разбиться об лед или утонуть. Но это шанс. «Прощай, пехота!» — кричит она кочегару и взбирается на борт тендера. Солдаты замечают движение. «Вон она, на тендере! Огонь!» Автоматы трещат, пули звенят по металлу, высекают искры. Екатерина Петрова бежит по крыше. Под ногами уголь, скользко. Впереди пролет моста, высота метров 20. Внизу черная вода. Она разбегается, последние силы. Прыжок. Она летит вниз, раскинув руки. Ветер свистит в ушах. Удар о воду. Лед ломается с грохотом. Ледяная вода обжигает тело, выбивает воздух из легких. Темнота, холод. Течение тянет под лед. Солдаты подбегают к перилам, стреляют в воду. Ушла подлюга. Да куда с такой высоты? Весной всплывет у Архангельска. К мосту подъезжает Виллис. Ивашин выходит, смотрит на пролом во льду, на черную воду. «Водолазов», — приказывает он, — «искать тело». «Товарищ капитан, течение быстрое». Утонула. Никто не выживет. Он долго стоит, сжимая здоровую руку в кулак. Его враг мертв или снова обманул смерть? Он не знает. Но для протокола дело закрыто. Заключенная Екатерина Петрова погибла при попытке к бегству. 2 недели спустя. Город Киров.
Рынок. Шум, гам, толкотня. Между рядами с картошкой и старьем идет женщина в простом деревенском тулупе. На голове пуховый платок, надвинутый на брови, лицо серое, уставшее, но глаза внимательные, цепкие. Она подходит к прилавку, где торгуют документами. Да, в послевоенном СССР на черном рынке можно купить все: паспорт умершего от тифа, справку об освобождении, красноармейскую книжку. «Что надо, мать?» – спрашивает хитрый мужичок-инвалид. «Паспорт?» «Паспорт», – тихо отвечает женщина. «Чистый. На имя...» Она на секунду задумывается. Екатерины Петровой больше нет. Та утонула в Северной Двине. На имя Веры. Веры Андреевны Морозовой. «Дорого», – щурится торговец. Женщина достает из-за пазухи серебряный медальон, тот самый, с фотографией дочери. Рука дрожит. Это последнее, что связывает ее с прошлой жизнью. Но мертвым медальоны не нужны, а живым нужен паспорт. Она кладет украшение на прилавок. «Бери серебро». Мужик пробует металл на зуб, кивает и протягивает потрепанную книжицу с гербом СССР. «Держи, Вера Андреевна, с новосельем». Она берет паспорт, прячет у сердца и уходит, растворяясь в толпе, становясь одной из миллионов советских женщин. Екатерина Петрова выжила, победила систему, Медведя, Ивашина и саму смерть. Но цена – ее имя, прошлое, память. Можно было бы закончить на этом. Почти хэппи-энд, но жизнь не кино. Она бьет тогда, когда расслабляешься. Проходит год, 1948. Вера, бывшая Екатерина Петрова, работает санитаркой в больнице небольшого городка под Горьким. Тихо, спокойно, никто не знает, что она когда-то стреляла белке в глаз. Однажды в больницу привозят тяжелого пациента. Автомобильная авария. Начальник милиции сбил человека и сам пострадал. Веру вызывают в операционную, держать инструменты, подавать тампоны. Она заходит. На столе мужчина с окровавленным лицом. Узнать можно. Это Ивашин. Его перевели сюда начальником местного МВД. Он открывает глаза, мутные от наркоза и боли, смотрит на женщину в белом халате. В его взгляде вспыхивает узнавание. «Ты», — шепчет он, — «утопленница». Вера замирает. В ее руке скальпель, который она должна передать хирургу. Хирург отвернулся к инструментальному столику. Медсестра вышла за раствором. Они одни. Всего на секунду. Ивашин криво улыбается. «Я знал. Я найду тебя». Прошлое вернулось. Теперь в ее руке не винтовка, а скальпель. И решение нужно принять сейчас. Операционная лампа гудит, как растревоженный улей. Свет бьет в глаза, отражается от никелированных инструментов. В воздухе эфир и кровь. Екатерина Петрова стоит над Ивашиным. Скальпель острый, как бритва. Одно движение, чуть правее сонной артерии. Несчастный случай. Никто не заподозрит санитарку, которая просто подала инструмент неудачно. Никто не узнает, что этот человек – ее личный демон, гнавший ее по тайге. Ивашин смотрит на нее. Зрачки расширены, но взгляд ясный. Он ждет. В глазах не мольба, а вызов. «Давай, снайпер, закончи». Время замирает. Дверь распахивается. Влетает хирург. Пожилой Яков Моисеевич, на ходу натягивая перчатки. «Вера Андреевна, почему больной не подготовлен? Тампоны, зажим, давление падает». Голос врача разбивает оцепенение. Екатерина Петрова смотрит на скальпель, на шею Ивашина, на хирурга. Снайпер внутри кричит «бей», он очнется и сдаст тебя. Человек внутри шепчет «не становись зверем». Она разжимает пальцы. Скальпель со звоном падает в металлический лоток. «Готово, доктор. Зажим». Она работает четко и спокойно. Операция начинается. Ивашин проваливается в наркоз, Екатерина Петрова подает инструменты, вытирает кровь, следит за пульсом человека, который хотел ее уничтожить. Она спасает ему жизнь. 3 часа под лампой. Переломы ребер, разрыв селезенки. Его собирают буквально по частям. Он будет жить.
Когда Ивашина увозят в палату, Екатерина Петрова выходит на крыльцо больницы. Ночь. Идет дождь. Она курит папиросу «Беломор». Руки дрожат так, что пепел падает на белый халат. Она не убила его, но понимает, это еще не конец, и все может начаться заново. И тогда что бы вы сделали на ее месте? Воспользовались бы моментом, пока он беспомощен, или рискнули бы всем, но сохранили себя человеком? Это самый тяжелый выбор в нашей истории. Проходит 2 дня. Ивашин лежит в отдельной палате. Он слаб, но в сознании. Охраны пока нет. Милиция считает случившееся обычным ДТП, а не покушением. Ночная смена. Больница спит. Дверь палаты тихо открывается. Екатерина Петрова входит бесшумно. В руке у нее шприц. Ивашин не спит. Медленно поворачивает голову. Лицо серое, осунувшееся. «Пришла добивать?» — хрипит он. Екатерина подходит к кровати, ставит шприц на тумбочку. Обезболивающее, по графику. Ивашин переводит взгляд со шприца на нее. «Почему ты не перерезала мне горло там, на столе?» «Потому что я не ты, гражданин начальник». «Я тебя искал», — говорит он, глядя в потолок. «Целый год. Перерыл сводки, ориентировки. Думал, ты в столице или где-нибудь в культурном центре, а ты в этой глуши, санитаркой». «Я живу», — спокойно отвечает Екатерина Петрова. «Просто живу». «Ты беглая, особо опасная. Мне стоит связаться с отделом, тебя задержат прямо здесь, и врача, который тебя прикрывал, тоже арестуют». Она присаживается на стул возле койки, наклоняется к нему. Он чувствует запах табака от ее волос. «Звони», — тихо говорит она. «Телефон в коридоре. Только кто тебе поверит? Ты под морфином. Тебе мерещатся враги. А я Вера Андреевна, передовик труда. Меня знает весь город». Она берет шприц, выдавливает из иглы каплю лекарства. И в этой ампуле может быть не морфин, а воздух. 1 кубик в вену, и сердце остановится. Тромбоэмболия после тяжелой аварии – обычное дело. Врач подтвердит. Ивашин смотрит на иглу. В его глазах впервые появляется настоящий страх. Не перед пулей, перед ее спокойной уверенностью. Он понимает, она не блефует. Она прошла через ад, выжила в тайге, обманула его однажды. Здесь, в этой палате, она хозяйка. «Чего ты хочешь? Забудь обо мне». «Что?» «Ты меня не видел. Я тебя не видела. Мы умерли друг для друга там, на мосту через Двину. Напишешь рапорт, что обознался, что были галлюцинации, и я исчезну навсегда. А если я найду тебя снова? Не найдешь. Союз велик». Он долго молчит, смотрит на шрам на своей руке, свет старой раны, смотрит на женщину, которая дважды могла его уничтожить и оба раза пощадила. В нем что-то ломается. Усталость, упрямство, вера в собственную всесильность. «Уходи», — в конце говорит он, закрывая глаза. «Уезжай прямо сейчас. А рапорт? Скажу, что обознался». Екатерина Петрова встает. «Прощай, Ивашин». «Петрова», — откликает он ее у дверей. Она оборачивается. «Петровой больше нет», — спокойно отвечает она. «Она погибла. Где-то на войне или в тайге. Есть только Вера». Она выходит из палаты. Через час Екатерина Петрова уже на вокзале с одним чемоданом. Садится в первый попавшийся поезд. Он идет на восток, в Сибирь. Туда, где строятся новые города и не задают лишних вопросов. Где нужны рабочие руки. Эпилог. 1965 год. День Победы. Небольшой поселок в Иркутской области. На площади парад. Ветераны с орденами, школьники с цветами. На скамейке в парке сидит пожилая женщина. Ей около 50, но выглядит старше. Седые волосы, глубокие морщины. Она кормит голубей. К ней подбегает девочка с алым бантом. «Бабушка, а ты воевала? Почему у тебя нет медалей?» Женщина улыбается. Добро, но печально. «Воевала, внученька. Всю жизнь воевала. А где твои медали? Потеряла?» «Нет. Обменяла». «На что?» Она смотрит в чистое голубое небо, где не гудят самолеты и не стелится дым. Делает глубокий вдох. «На тишину», — тихо отвечает она. «На самую ценную вещь в мире».
Вот такая история. История о том, что главная победа — не уничтожить врага, а сохранить человечность. Екатерина Петрова, она же Вера, доказала это всей своей жизнью.